Решение о строительстве Алтайского тракторного завода было принято в 1941 году в связи с необходимостью перенести производственные мощности подальше от фронта. Для этого в спешном порядке эвакуировали оборудование и персонал Харьковского и Сталинградского тракторных заводов, а также Одесского завода сельскохозяйственного машиностроения. Датой основания предприятия принято считать 24 августа 1942 года. Именно в этот день собран первый алтайский гусеничный трактор с ХТЗ «Нати». В декабре 1943 завод дал первую 1000 машин. В 1944 году на базе АТЗ изготовили опытный образец гусеничного сельскохозяйственного трактора ДТ-54. Модель оказалась настолько удачной, что позже, в 1949 ее начали производить на восстановленных после войны Сталинградском и Харьковском заводах, а с 1952 и на Алтайском. В дальнейшем машина послужила основой для разработки самого популярного и массового гусеничного трактора в СССР – ДТ-75. В 1956 году руководство страны приняло решение об организации на Алтайском тракторном заводе производства гусеничных трелевочных машин. Друзья, всем привет! Это 87-й выпуск серии ПРО, и тема сегодняшнего видео – Алтайский тракторный завод и его машины для леса. Корни алтайских трелевочных машин находятся в Беларуси. Первый подобный экземпляр Минский тракторный завод совместно с НАТИ разработал еще в 1954 году. Машина получила обозначение ТДТ-40. За ней последовала модель ТДТ-54, а затем и доработанный ТДТ-60. Но в итоге МТЗ сосредоточился на колесных тракторах, а производство трелевочных машин передали на Алтайский тракторный завод. Судя по информации с сайта завода «Алтайский трактор», который считает себя правопреемником АТЗ, перед постановкой трактора ТДТ-60 на конвейер на предприятии разработали промежуточный вариант ТДТ с индексом 55. Со слов автора статьи, это позволило перейти на новую модель без остановки действующего производства. Согласно технической документации, трелевочный трактор имел массу порядка 11 тонн, пятиступенчатую коробку передач и мог двигаться со скоростью от 2 до 7,5 км в час. Сердцем машины стал форсированный дизельный двигатель D60 мощностью 60 лошадиных сил. Трактор оснащался гусеничным шасси с ведущими задними звездочками, лебедкой для подтаскивания хлыстов и погрузочным щитом, предназначенным для перевозки пачки методом частичной, а иногда и полной погрузки. Трелюемый объем древесины при этом составлял до 15 кубометров. На базе этой версии Алтайский завод также построил гусеничный самосвал ТСТ-130. Серийный выпуск трактора ТДТ-60 продолжался с 1958 по 1962 год. По данным заводских и отраслевых публикаций, машина имела хорошую проходимость, высокую производительность и в целом зарекомендовала себя хорошо. В мае 1962 года Алтайский тракторный завод перешел на выпуск нового трелевочного трактора ТТТ-75. По конструкции он сохранил общую схему предшественника – гусеничное шасси, однобарабанную лебедку и погрузочное устройство. Масса машины составляла все те же 11 тонн. Количество передач – 5 вперед и 1 назад. Дорожный просвет – 550 мм. Двигатель получил новые камеры сгорания, клапаны газораспределительного механизма с тарелками увеличенного диаметра и центрифугу для очистки масла. Это существенно повысило и ресурс, и экономичность по сравнению с прошлой силовой установкой. Мощность при этом выросла до 75 лошадиных сил. В ходовой части изменений было немного. Уменьшили количество звеньев гусеничной цепи и усилили отдельные шестерни. Выпускался трактор до начала 1970-х, пока его полностью не сменил трелевочный трактор модели ТТ-4. Первые серийные машины ТТ-4 сошли с конвейера АТЗ в 1969 году. Полный переход на новую модель произошел в 1971.
Трактор относился к машине 4-го тягового класса и оснащался шестицилиндровым дизельным двигателем А01 мощностью 110 лошадиных сил. Количество передач 8 вперед и 4 назад. Эксплуатационная масса около 13 тонн. Рабочее оборудование включало двухскоростную лебедку с тяговым усилием до 12 тонн и погрузочный щит с допустимой нагрузкой до 6 тонн. Дорожный просвет 490 мм. По конструкции трелевочная машина ТТ-4 частично унифицирована с сельскохозяйственным трактором Т4А. Использовались общие дизели, муфты сцепления и элементы ходовой части. Это упрощало как производство, так и ремонт в условиях машиностроительных и ремонтных предприятий. Выпускалась модель с изменениями более 40 лет, с 1969 по 2010 год. По длительности производства и географии применения ТТ-4 относится к наиболее массовым трелевочным тракторам своего класса. Валочно-трелевочная машина ВТМ-4 построена в 1968 году, но к серийному выпуску допущена лишь в 1974. Предназначалась она для комплексной механизации лесосечных работ при сплошных рубках. Валки деревьев, формирование пакета и трелевки его к погрузочному пункту. При создании ВТМ с базового трелевочника сняли погрузочное устройство и лебедку, доработали и усилили раму и установили новую раздаточную коробку для привода гидронасосов. Для работы с лесом смонтировали специальное валочно-трелевочное оборудование. Оно включало в себя механизм срезания деревьев, цепная пила с гидроприводом на подвеске, механизм направленной валки, погрузочный рычаг и коник для формирования пачки. Силовая установка дизель мощностью около 115 лошадиных сил. Удельное давление на грунт в нагруженном состоянии не более 75 килопаскалей. Производительность порядка 21 кубометра в час при расстоянии трелевки до 150 метров. Кроме того, были проведены опыты, когда ВТМ-4 освобождалась от транспортных операций и использовалась лишь на валке деревьев и формировании пачек. В этом случае ее производительность возрастала на 25-30%. Позже эту идею реализовали на валочных машинах ВМ-4 и ВМ-4А. Гусеничный трелевочный трактор ЛТ-154 был представлен в конце 70-х годов и предназначался для бесчокерной трелевки предварительно сформированных пачек деревьев. В отличие от классических чокерных трелевочников, где пачку формируют с помощью лебедки и чокеров прямо на щите, ЛТ-154 использовал стрелу с клещевым захватом, которая удерживала пачку при движении. Оснастка трактора включала стрелу, двусторонний клещевой захват, лебедку и толкатель. Максимальный вылет стрелы составлял около 1,7 метра, грузоподъемность подборщика до 9 тонн, ширина захвата почти 3 метра, максимальный объем пачки порядка 10 кубов. В качестве базового шасси использовали трактор ТТ-4 с той же силовой установкой и ходовой. И несмотря на возросшую до 15 тонн массу, машина уверенно работала даже с самыми тяжелыми пакетами леса, обеспечивая производительность при расстоянии трелевки на 300 метров до 200 кубометров за смену. Конкретные годы производства и объемы выпуска ЛТ-154 в открытых источниках не указаны. В учебной и справочной литературе трактор описывается как серийная отечественная машина рубежа 70-80-х годов. На базе трактора ТТ-4 Алтайский тракторный завод разработал множество модификаций. Вот некоторые из них. Бесчокерная трелевочная машина с гидроманипулятором ЛП-18А применялась для сбора поваленных деревьев и хлыстов, формирования пачки и трелевки. Выпускалась пермским ПО «Коммунар» в период с 1976 по 1985 год.
Полноповоротная широкозахватная валочно-пакетирующая машина ЛП-19 применялась для срезания деревьев и формирования пачек. Выпускалась Йошкар-Олинским заводом лесного машиностроения в период с 1974 по 1984 год. После она эволюционировала в ЛП-19 с индексом А, затем Б и В. Широкозахватная валочно-трелевочная машина ЛП-49 применялась для срезания деревьев, формирования пачки и трелевки. Выпускалась Красноярским заводом лесного машиностроения Краслесмаш с начала 80-х до конца 90-х годов. Валочная машина для заготовки крупномерного леса ВМ-4 разработана на основе алтайского ВТМ-4 и производилась серийно Абаканским механическим заводом с 1976 по 1981 год. Затем ее сменила валочно-трелевочная машина ВМ-4А. В одних источниках она значится как экспериментальная, в других как вполне серийная. Самоходная сучкорезная машина ЛП-33 применялась для очистки от сучьев предварительно поваленных деревьев. Выпускалась модель Свердловским заводом лесного машиностроения с 1980 года. Позднее ее заменила машина ЛП-33 с индексом А. В начале 80-х специалисты Алтайского тракторного завода провели глубокую модернизацию ТТ-4. Новая модель получила обозначение ТТ-4М и была рекомендована к серийному выпуску в 1982 году. Главное внешнее отличие – одноместная кабина. В технической документации сказано, что трактор оснащался дизельным двигателем А03МЛ мощностью 130 лошадиных сил, имел массу около 14,5 тонн и относился к 4-му тяговому классу. Шасси гусеничное с балансирно-рычажной подвеской. Количество передач 8 вперед и 4 назад. Максимальная скорость движения до 20 км в час. Сохраняется однобарабанная лебедка с реверс-редуктором и погрузочный щит грузоподъемностью до 7 тонн, что позволяет использовать ТТ-4М как базовое шасси для современных сучкорезных и валочно-трелевочных машин. Точные сведения о суммарном тираже ТТ-4М отсутствуют, но на сайте завода Алтрак его можно купить до сих пор. После распада СССР спрос на тракторы Алтайского завода резко сократился, что привело к длительному кризису и в итоге к банкротству. При этом в 90-х помимо обновленного ТТ-4М на заводе успели поработать над проектом энергонасыщенного трактора Т-250 и такими машинами как Добрыня, Алеша и Илюша. Но из-за экономических проблем в серию они не пошли. В 2011 году Алтайский тракторный завод закрылся, а в 2013 на базе опытного производства создали ООО «Завод Алтай-Трактор». Ассортимент современного предприятия и связанных с ним структур включает базовые гусеничные машины ТТ-4М и Т-40201, лесозаготовительную технику ТТ-4 и ЛЗ-5, лесопожарные машины, гусеничные бульдозеры, краны и многое другое. Помимо завода «Алтай-Трактор», выпуск трелевочных машин и оборудования для них в Алтайском крае поддерживают и другие предприятия. В частности, Алтайский завод самоходных машин «Прогресс» и Алтайский тракторный завод «Грант». Так что, несмотря на закрытие основного предприятия, техническое наследие Алтайского тракторного завода продолжает жить, а сами машины стали настоящей легендой. На этом на сегодня все. Не забудьте подписаться. Всем счастья, радости, любви. Пока!